Приветствую, друзья! Пока натовские наемники и режим Зеленского изображают воинственность, мы видим, что русская армия каждый день существенно продвигается вперед, и на картах можно отметить, что продвижение носит очень системный характер. Ну и, собственно, натовские наемники также вынуждены признавать, что у русской армии есть очень серьезный успех в районе Купянска, потому что фактически к главной трассе снабжения наша армия подошла уже на расстояние в 2 километра. А это означает, что пройдут еще наши штурмовые отряды 2 километра, и фактически вот трасса с Харькова, по которой идет основное снабжение, просто уже вот не может быть использована натовскими наемниками. Ну и это, конечно же, вызовет каскадное обрушение в районе Купянска. Серьезные бои также идут в районе города Константиновка, потому что туда уже зашли наши штурмовые передовые отряды, и сейчас, конечно же, там с помощью российской артиллерии, с помощью РСЗО, дронов и так далее, наши штурмовики, конечно же, продвигаются вперед, и, конечно, сейчас там бои идут очень и очень упорные. Также из интересного можно добавить, что натовские наемники с прискорбием для себя сообщили, что теперь уже наши российские FPV-дроны долетают до города Запорожье, и первый такой случай уже зафиксирован, и там уже жгут вовсю наши операторы дронов натовскую военную технику, а это означает, что очень скоро вот уже бои за город Запорожье будут очень и очень, так сказать, интенсивно проходить, потому что объективно это все-таки часть Российской Федерации. Крепко долетает уже и до города Славянска, потому что там натовские наемники любили делать места расположения своих боевиков. Ну, в конечном итоге вот авиабомбы с модулем коррекции и планирования это все дело сейчас вот множат на ноль в прямом смысле слова. Но наши подразделения операторов дронов на поле боя продолжают сжечь по всей линии фронта натовскую военную технику, и можно заметить на этих видео, как работает элитное подразделение русской армии Рубикон. И действительно, натовские наемники не случайно говорят, что когда эти ребята появляются на линии фронта, то сейчас у натовских наемников сразу пропадает настроение и начинаются потери, потому что очевидно, что сейчас это подразделение только набирает обороты, и очень скоро может быть, что по всей линии фронта вот такие ребята с Рубикона появятся. Ну и собственно, в это подразделение также могут вливаться и другие подразделения наших российских дронов, и таким образом будет подниматься уровень их работы, ну и, естественно, уровень их оснащения, потому что, конечно, сейчас очень активно начинают уничтожать дроны типа Баба-Яга, и на кадрах можно заметить, что уже натренировались настолько, что уже даже вот натовские наемники жалуются, что как только они вот пытаются запустить дрон Баба-Яга, то зачастую по ним сразу же прилетает. Это означает, что разведывательный контур работает у Рубикона также очень и очень хорошо. Параллельно с этим, конечно, работают ВКС РФ авиабомбами, потому что если очень серьезный укрепрайон, то, конечно же, туда летит 500 или 1500 килограммов взрывчатки. Ну и, естественно, на этом далеко не все, потому что сейчас, когда русская армия очень активно продвигается вперед, становится вопрос по поводу разминирования, потому что, очевидно, эта задача сейчас является ключевой. Мин натовские наемники оставили очень много, и поэтому сейчас вот уже мы видим все чаще такие вот роботизированные тяжелые комплексы, которые также вот нашим войскам очень серьезно помогают в деле разминирования. Ну а наш военно-промышленный комплекс работает не покладая рук, и вот передали очередную партию истребителей Су-35С уже в войска, и, естественно, данные самолеты сейчас очень часто используются в зоне СВО, потому что патрулирование неба – это вот по их парафии. Ну и, естественно, получается, уничтожение натовской авиации – это их конек, и, собственно, не случайно именно с этих вот истребителей запускаются и противорадиолокационные ракеты, и ракеты воздух-воздух дальнего радиуса действия, и, собственно, конечно, очень радует, что вот на нашу промышленность можно положиться, когда идут тяжелейшие боевые действия, потому что таких машин, конечно же, на фронте сейчас нужно очень и очень много. И это вот 4-я поставка с начала года таких вот истребителей, это, конечно же, далеко не предел. Но натовские наемники сейчас все чаще используют аэростаты, и, собственно, они используют их, конечно, для разведки в первую очередь, для корректировки огня.
ну и, конечно, как ретрансляторы для своих дронов. И такие аэростаты могут висеть в воздухе где-то неделями, и, очевидно, сейчас эту технологию пытаются откатать режимники Зеленского. Ну, дело в том, что все-таки авиация у нас работает очень хорошо, и как только такие аэростаты взлетают, естественно, по ним сразу прилетает очень жестко. И, собственно, Су-35 истребители в этом плане, конечно же, очень хорошо выполняют свою задачу. И на кадрах можно заметить, каким образом, собственно, вот сбитый такой аэростат уже вот лежит на земле. И, конечно же, вот наши инженеры изучат этот аэростат, потому что с нашей стороны тоже вот подобного рода аэростаты регулярно используют. Конечно, эти аэростаты достаточно эффективны, если их использовать с точки зрения вот увеличения дальности наших там дронов или, например, для разведки, потому что, очевидно, с большого расстояния и с хорошей оптикой можно много чего увидеть. И, конечно, в этом направлении китайцы сейчас очень активно идут вперед, потому что, как мы знаем, год назад или два очень активно пытались американцы еще сбить аэростаты китайские, которые кружили над территорией США. Очевидно, что, собственно, у русской армии такие вот аналоги китайских аэростатов, думаю, уже есть, и, естественно, они находятся на очень большой высоте, чтобы удобно было вести разведку и не только. При этом блок НАТО продолжает вооружать свою ЧВК, и мы видим, что катера режиму Зеленского военные натовские присылают регулярно, и на эти катера вовсю устанавливают различные системы вооружений. Вот уже даже вот адаптировали под катера ракету Hellfire. И, конечно же, нужно очень серьезно эти катера выслеживать и уничтожать. Обычно этим занимаются дроны Камикадзе Lancet, при этом справляются просто на отлично. Ну а с учетом очень активной работы дронов Камикадзе Герань в небе натовского Недрейха, мы видим, что в агонии сейчас уже даже старенькие вот спортивные яки используют для того, чтобы попытаться сбивать дроны Камикадзе Герань. И результативность, конечно же, около нулевая, но тем не менее вот про эти все вот экипажи вот натовские сейчас даже вот снимают различные пропагандистские материалы, чтобы хоть как-то на фоне постоянных потери территории, собственно, хоть как-то вот разбавить зраду хоть какой-то перемогой, которая по факту перемогой, как мы видим, явно не является. Особенно с учетом того, что натовское ПВО регулярно бьет по этим якам, и таким образом среди пилотов этих спортивных яков очень серьезные потери вот именно огня натовское ПВО, что, конечно же, подчеркивает вот кромешную глупость этой идеи как таковой, но тем не менее. Ну и, собственно, режим Зеленского также вот вчера провел обмен пленными, так называемый, и можно заметить на кадрах конкретно, кого отдает режим Зеленского на территорию Российской Федерации. То есть это, да, те самые мирные жители с Курской области, которых просто тупо похищали натовские наемники для того, чтобы иметь обменный фонд. Ну и, собственно, мы видим, что гражданских фактически похищали. Это чистый терроризм, и это уже фактически зафиксировано через вот подобные обмены, потому что это уже видео, можно сказать, вот фундамент для вот дальнейших расследований, ну и наказаний военных преступников. Для режима Зеленского и натовской ЧВК ВСУ терроризм уже давным-давно является нормой. Ну а поскольку СБУ и ГУР это все-таки филиалы западных спецслужб ЦРУ и МИ-6, то мы видим, что конкретно западные страны очень серьезно занимаются терроризмом. Мы вот уже даже иконы минируют для того, чтобы, собственно, вот в темную использовать людей, и чтобы такие иконы доставляли в различные правоохранительные органы, ну и чтобы они там детонировали. Ну и ФСБ по Крыму сейчас вот ликвидировала вот подобного рода организацию теракта, и сейчас вот уже конкретно обезвредила икону, ну и показывает на кадрах, до чего же все-таки докатились режимники Зеленского. Но в самом Недрейхе достаточно странно идут заявления со стороны МИДа, потому что Сибига обвинил Венгрию в том, что она посмела покупать российскую нефть. Ну, а Венгрия, в свою очередь, обвинила режим Зеленского в том, что этот режим покупал, получается, у Венгрии вот ту же самую российскую нефть или продукты из российской нефти. Получается, что вот круг замкнулся, и в расследованиях тоже покупал российскую нефть. Обе стороны вышли на самих себя. И, конечно же, эта вся история, она попахивает серьезнейшим маразмом, потому что, конечно же, режим Зеленского сейчас просто шантажирует
шантажирует Венгрию и Словакию для того, чтобы вот эти страны поддержали, так сказать, курс вот Украины, Зеленского в Евросоюз и НАТО и разблокировали различные финансовые возможности Евросоюза для финансирования натовской ЧВК ВСУ. Ну и шантажируют, конечно же, вот работоспособностью нефтепровода «Дружба», по которому в Венгрию и Словакию идет российская нефть. Ну и, конечно же, в Венгрии и Словакии от этого, мягко говоря, не в восторге. Из интересного можно добавить, что в натовском недорейхе идет вовсю избирательная кампания. И уже сейчас мы видим, что в Верховную Раду вносят законопроекты о том, что все-таки, чтобы мужчинам было можно выезжать, если им до 24 лет, за границу. И это, конечно же, чистой воды пиар, потому что мы видим, что, конечно, режим Зеленского использует подобного рода ситуацию для того, чтобы, конечно, поначалу блокировать этот закон, ну а потом, когда выборы будут совсем близко, тогда Зеленский на белом коне, в кавычках, будет прибегать в Верховную Раду и вот демонстративно подписывать этот закон и заставлять, чтобы за него проголосовали. И таким образом, вот политтехнологи Зеленского полагают, что не до фюрера удастся ставить все-таки на второй срок. И, конечно же, это очень и очень наивно. При этом уже британская пресса вовсю намекает, кто же будет следующим гауляйтером оккупированной блоком НАТО территории, и обозначает, что Залужный уже отказался участвовать в партии Зеленского и уже очень активно сейчас работает для того, чтобы, конечно же, в рамках уже своей какой-то политической силы быть представленным на оккупированной блоком НАТО территории и, естественно, чтобы его назначили англосаксы на должность. Поэтому сейчас мы видим, что подобного рода возня в недорейхе идет полным ходом. Из Германии тем временем приходят также интересные новости, потому что там канцлер Мерц решил выступить перед своими партийцами и заявить о том, что все социальное государство в Германии заканчивается, потому что на это все просто нету денег. И, конечно, сейчас все социальные программы Германии будут пересматривать, ну и, конечно же, сокращать. Ну, а если нет денег на социальные программы в Германии, то, конечно же, в Германии, как мы понимаем, есть всегда деньги на продолжение прокси-войны против России. Поэтому сейчас просто будут деньги забирать у социальных программ в Германии и перенаправлять эти деньги в натовский недорейх Зеленского. Вот что значит отсутствие суверенитета военного, и Германия сейчас вот по указке вот Вашингтона и Лондона с Брюсселем просто начинает сокращать свои вот конкретно расходы на социалку и просто перенаправлять поток денег конкретно на войну против России. Интересно то, что Германия вообще не имеет ничего против режима Нетаньяху в Израиле, который, кстати, вчера вот, например, бомбил столицу Йемена Сану, и, собственно, там наносились удары различные бомбовые и так далее, и, естественно, это все делалось без какого-то мандата ООН и так далее. Ну и мы видим, никаких санкций в отношении Израиля и режима Нетаньяху никто не принимает, и всех все устраивает. Ну и в этом плане мы видим четкую политику двойных стандартов, когда США, Евросоюз, Британия просто дают полный зеленый свет режиму Нетаньяху на геноцид, на обстрелы любых стран фактически. Ну а когда дело касается России, тут сразу и санкции, и финансирование прокси-войны и так далее. То есть, конечно, эта ситуация очень и очень шизофреническая. Ну а с Японии на этом фоне приходят крайне интересные кадры. Вот, например, в японский эсминец грузят беспилотники подводные, и это, можно сказать, следующая такая вот эра развития дронов, потому что подводные дроны — это крайне очень серьезное оружие, потому что уничтожить подводный дрон гораздо сложнее, нежели надводный. И очевидно, что подобные подводные дроны сейчас будут являться таким ключевым составляющим элементом конкретно не только японского ВМФ, а и американского и так далее, потому что японский ВМФ — это в первую очередь именно американский военно-морской флот, потому что в конечном итоге военного суверенитета и политического у Японии нет, поэтому японские корабли, естественно, будут частью кораблей США при возможном конфликте с Китаем. И сейчас мы видим, что не случайно эти все кадры публикуют для того, чтобы показать Китаю, что вот уже конкретно, если у японских кораблей уже есть подводные дроны, значит, у американских они есть тем более. Но в недорейхе маразм продолжает крепчать. Вот уже конкретно полицейского выгнали за то, что он все-таки не давал банде ТЦКшников избивать и измываться над инвалидом ВСУшником, который, собственно, вот в конфликт с ними вошел.
пошел, и сейчас вот показательно его просто выперли с правоохранительных так называемых органов. Ну а дальше мы видим, конечно же, что вот ТЦКшники сейчас без проблем просто ловят людей, избивают, убивают этих людей, и у них вообще никаких проблем. Вот, например, тренер из Кировограда, он просто был убит бандой ТЦКшников. Ну и, собственно, на этом, конечно же, далеко не все, потому что также таких случаев много. В Черкасской области подобная история также прошла. И вот, собственно, банда ТЦКшников похитила человека. Ну, а когда уже близкие начали разбираться, где он, оказалось, что он уже в морге. Вот такая вот история сейчас в недорехе Зеленского повсеместно. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, но также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного просто, нежели в видеоформате. Ссылка на него находится в описании, либо вбивайте в поисковики запрос Дмитрий Василец, телеграм, и все у вас получится. До скорого.